Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 3 ноября, сегодня у нас пятница. Обращаем ваше внимание, что сегодня достаточно изобильный день. Энергетика этого дня настолько будет бить ключом, что обязательно вам нужно воспользоваться этим днем. Поэтому обязательно сегодня на протяжении дня говорите одно слово. И благодаря этому слову вы увидите, как вы перестроите правильно потоки энергии в свою жизнь. Давайте вместе с вами разбираться, что же нас сегодня с вами ждет в последний рабочий день на этой неделе. Итак, сегодня у нас с вами 3 ноября, пятница. Обращаем ваше внимание, что сегодня 20 и 21 лунные сутки, убывающая луна в знаке зодиака Рак. Давайте посмотрим, а что же этот день сам по себе несет? Вы знаете, этот день достаточно такой вот творческий, достаточно активный, изобильный, прибыльный. Поэтому, если вам сегодня поступают какие-то интересные предложения, ни в коем случае не отказывайтесь от них. Даже если вы чувствуете, что на данном этапе вам что-то не нравится, вас что-то не устраивает, подумайте о том, какая божественная подсказка идет для вас в этот день. Также сегодня очень важно проявлять храбрость, показать, что вы действительно лидер. Не обязательно лидер где-то на работе или где, а именно лидер своей жизни. И вы знаете, этот день, хотя и пятница, для кого-то он, знаете, немножко такой тяжелый может быть, потому что все-таки, знаете, первая половина дня пятницы, как правило, еще гиперактивна, а далее уже он идет такой поубывающий, но все же сегодня могут быть у некоторых людей революционные перестройки, да, это перестройки, которые могут вашу жизнь изменить, при этом достаточно кардинально. Поэтому, если в вашей жизни сегодня что-то стучится, как говорится, в вашу дверь, обязательно открывайте, не бойтесь, да, сложно, потому что у каждого из нас не хватает иногда опыта, знаний, человек боится, но вы знаете, сегодня мы с вами живем в таком вот мире, когда мы можем друг другу позвонить, мы можем открыть интернет и прочитать информацию, да, много информации ложной, но вы должны понимать и то, что когда человек мыслит, когда человек думает, когда человек ищет информацию, то обязательно находится вот именно то, что и вас приводит к успеху. Также вам сегодня нужно проявить упорство для того, чтобы достигать тех или иных целей. У вас обязательно все в жизни будет получаться. Также проявляйте сегодня храбрость, уверенность и решительность. Даже если вам что-то сложно, если вы всегда были ведомым человеком, все-таки в этот день вот именно энергетика этого дня будет способствовать этим, вот, знаете, энергиям. Поэтому не бойтесь, наоборот, принимайте все с радостью. Что же касательно бизнеса, что же касательно денег, обращаем ваше внимание, сегодня будут удачными новые контакты, новые дела. Поэтому, если вам сегодня люди звонят, приходят на встречу, предлагают какие-то услуги, товары, какие-то ноу-хау, ни в коем случае не отказывайтесь. Обязательно выслушайте, потому что придет какой-то период времени, вы поймете, как вам нужно действовать. Любые сегодня поездки, командировки проходят достаточно успешно. Появляются сегодня новые интересные предложения, которые помогут вам расширить ваш бизнес и улучшить ваше материальное положение. Главное, стремитесь это все приумножать. Иногда это очень сложно, но вы знаете, вот энергетика этого дня, она даже вам в какой-то степени будет на интуитивном уровне подсказывать. Также сегодня достаточно хорошо проходят любые контакты с руководством, с начальством. Если вы идете сегодня в какие-то государственные учреждения, где вам нужно что-то обсуждать, знаете, у вас тоже сегодня все прекрасно и чудесно пройдет. Также сегодня хороший день для торговли, для предпринимательской деятельности, также рискованных предприятий и сделок, а также для коллективной работы. Поэтому, если у вас сегодня такая вот общая работа, где вы должны что-то обсуждать, думать, мозговой штурм проявлять, то сегодня, пожалуйста, не молчите, старайтесь проявить себя только с лучшей стороны.
Что же касательно здоровья, то сегодняшний день связан с кроветворной системой, в частности с печенью, поэтому на печень сегодня все-таки нагрузка противопоказана. Также сегодня есть опасность ядов и токсинов. Кстати, старайтесь сегодня в этот день, 3 ноября, проводить кровоочистительные процедуры. Что мы здесь имеем в виду? Например, пить травы. Но опять же, если у вас нет аллергии, как вариант, есть морковку. Ее очень полезно есть, и сок из нее, но именно свежевыжатый, а не тот, который продается в магазине. Вы понимаете, да? А также сегодня хорошо принимать клюкву, свеклу, рябину, гранаты. Обязательно, потому что помните о том, что наше тело и наше здоровье, оно нуждается вот такой вот подпитки не только на физическом плане, но и на энергетическом уровне. Также сегодня выполняйте физические упражнения, больше будьте на воздухе. Да, сегодня пятница, рабочий день, но во время обеда, пожалуйста, выйдите на свежий воздух, особенно если в вашем регионе есть еще солнышко, а не затянуто тучами. В вечернее время выйдите на пару остановок раньше и пройдитесь пешком. Если вы на машине, подумайте о том, чтобы как-то сегодня уделить своему телу больше внимания. Что же касательно стрижки волос, то сегодня, именно 3 ноября, стрижка волос привлечет красоту и благополучие. Поэтому постарайтесь в этот день посетить своего парикмахера или вообще забежать в парикмахерскую. И если даже вы недавно были в парикмахерской, то пусть сегодня хотя бы просто обновят кончики вам волос. Это очень вам поможет. Также обращаем ваше внимание, что сегодня очень важно, чтобы вы были честным и справедливым даже в мелочах. Почему? Потому что когда человек говорит одно, а другое делает, через время он получает соответствующий результат. Да, мир у нас не идеален. Сегодня, как вы видите, очень много двуличных людей, двойные стандарты во многих, то есть одному можно, другому нельзя и так далее, и так далее. Но вы должны проявлять честность и справедливость в первую очередь по отношению к себе и к своему окружению. И когда вы проявляете честность, то вы увидите, что и в вашем окружении также все будут стараться быть справедливыми, потому что это очень важно в этом мире. Если вы работаете с такой вот энергетикой, то вы должны понимать и то, что все возвращается. Мы уже неоднократно говорили о том, что этот мир, он достаточно быстро сейчас развивается в другом направлении, то есть очень много происходит изменений. Некоторые люди уже это замечают, то, что происходит, но некоторые не видят, но вы должны понимать и то, что, знаете, надо заложить сначала фундамент, а потом уже строить дом. И вот так вот сейчас, вне зависимости, в какой вы находитесь ситуации, возможно, к вам относятся несправедливо, возможно, у вас какие-то есть проблемы, ни в коем случае не отправляйте негативные слова, не занимайтесь проклёнами, старайтесь нести свет, любовь, мир, гармонию по отношению к себе, к членам семьи и, конечно же, в этот мир, потому что это все возвращается. Даже некоторые уже пишут в комментариях и пишут о том, что да, мир действительно меняется, и он достаточно, некоторые вот люди уже реально видят картину, как он меняется. Но опять же, все зависит от того, в каком вы живете регионе, что происходит в том или ином месте. Но когда в вашем сердце горит свет, когда вы открыты, и вне зависимости, что где есть вот эта злость, ненависть, знаете, к вам это не цепляется, соответственно, что бы ни происходило где-то близко возле вас, вас это не коснется. Также сегодня могут быть от ваших недоброжелателей и врагов какие-то козни, какие-то сплетни. Здесь ваша задача быть мудрым. И вообще вы должны понимать о том, что наши враги, наши недоброжелатели – это в первую очередь наши учителя, потому что так человек развивается. Так же самое и в мире, да, есть добро и зло, и вот благодаря вот этому злу энергии добра ищут так, как бы реализовать те или иные моменты в жизни для человека. А также еще раз обращаем ваше внимание, что сегодня противопоказаны любые нагрузки на печень. Очень важно, чтобы вы обратили внимание именно на этот момент.
Что же касательно денежных операций, вы знаете, ввиду того, что сегодня достаточно изобильный день, такой вот прибыльный день, вы сегодня можете решать любые финансовые вопросы, все будет происходить на ура, будет прекрасно. А также сегодня, пожалуйста, обращайтесь к своему начальству, обсуждайте какие-то рабочие моменты, все будет получаться. Также сегодня хорошо заниматься сменой места работы, также смена рода деятельности, также обращаем ваше внимание, также и переход на другую работу для вас будет успешен. Главное, чтобы вы не боялись и не игнорировали то, что может появиться в вашей жизни. Что же касательно недвижимости, то обращаем ваше внимание, сегодня можно проводить любые операции и сделки с недвижимостью. Пройдет все достаточно прекрасно и замечательно. Что же касательно зачатия, то сегодня прекрасный день для зачатия, допустимы физические нагрузки, но умеренные, обратите на это внимание. И сегодняшний день постарайтесь посвятить полностью домашним делам, по крайней мере, хотя бы в вечернее время. Что же касательно снов, то сны не имеют особого значения, но все же, если вы чувствуете на интуитивном уровне, что в ваших снах идет какая-то очень важная информация, постарайтесь ее понять. Ну и, как всегда, друзья, давайте посмотрим, что же нам говорит Архангел Михаил на этот день, 3 ноября. Итак, выпала карта, которая звучит следующим образом. Полагайтесь на поддержку Бога и ангелов. О чем же нам эта карта говорит? Дело в том, что карта говорит о том, что вы достаточно сильная и независимая личность. Да, возможно, вы не верите в это, но вы должны понимать и то, ваше неверие может привести к каким-то ошибкам. Поэтому все равно вы должны верить только в лучшее, потому что у каждого из нас всегда есть ангелы-хранители, высшие силы, которые всегда нас поддержат, которые нас всегда помогут. И здесь вы должны понимать и то, что если у вас есть у меня какие-то проблемы, при этом это проблемы, которые сегодня могут возникать, вот, знаете, на пустом месте. Вам не стоит их бояться, а наоборот верить в то, что в той ситуации, в которой вы оказались, это даже для вас лучше, потому что так вы можете понять и разобраться в том, как же вам дальше двигаться и что вам дальше делать. Также очень важно, чтобы вы убрали любые тревоги, возможно, какой-то негатив. Почему? Потому что таким образом вы должны понимать и то, что когда вы отправляете энергии страха, злости где-то, недопонимания, все это возвращается к вам. Поэтому, пожалуйста, будьте сегодня открыты и верьте только в самое лучшее. Также обращаем ваше внимание, если у вас просят о помощи, вне зависимости, это может быть совет, это может быть просто какая-то поддержка, старайтесь помочь людям. Также и сами принимайте помощь, если вам ее предлагают. Также очень важно, чтобы вы сегодня просили о поддержке у своих друзей, в своей семье, потому что это те люди, родные, близкие, которые обязательно вас поймут и помогут вам. Ну и молитва, друзья, которую мы рекомендуем вам сегодня прочитать, звучит следующим образом. Дорогой Господи и ангелы, я даю вам это. Здесь мы с вами описываем ту ситуацию, в которой вы оказались. И далее скажите сейчас и целиком: я отступаю и даю возможность случаться чудесам. Эти слова молитвы будут в описании к этому видео. Также будет очень прекрасно и здорово, если вы пропишете эту молитву в описании к этому видео, в комментариях к этому видео и опишите ситуацию. Не думайте о том, что вас прямо весь мир читает и вас знает. Здесь очень важно, чтобы вы прописали и таким образом обратились на тонком плане к высшим силам. Потому что одно дело, когда вы просто проговорили, а другое дело, когда вы еще написали, напечатали, то есть вы формируете свою определенную вибрацию и энергию. Ну и ввиду того, друзья, что сегодня прибыльный достаточно день, мы вам рекомендуем именно в этот день, 3 ноября, говорить одно чудесное слово, оно поможет вам на протяжении всего дня. Итак, вы вот сейчас прослушали это видео, так и скажите: процветаю,
вы где-то идете по улице, вам что-то понравилось, так и скажите «процветаю». Зашли в магазин, захотелось купить какую-то вещь, возможно, что-то из продуктов питания, также скажите «процветаю». Будете ложиться отдыхать, также скажите «процветаю». Только говорите это слово с радостью, с любовью, с миром в сердце, это очень важно. То есть, когда вы делаете «лишь бы», то вы должны понимать, что вот это «лишь бы», оно ни к чему не приведет. Вот такой, друзья, у нас с вами день, 3 ноября. Мы надеемся, наши советы, друзья, и наши рекомендации помогут вам в жизни. Обязательно подписывайтесь на канал Эзотерика для тебя, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, друзья, услышимся в следующем видео.